Сегодня я хочу рассказать про микрофон, который прямо сейчас вы видите у меня в руках. Очень часто в комментариях спрашивают, что это, а кто-то не верит, что звук записан на него. Думают, что я держу в руках бритву. Ха-ха-ха. Называется он Тула. Это российский производитель, бренд, созданный одним из основателей легендарной компании «Союз» Дэвидом Брауном. Союзовские микрофоны, я думаю, вы 100% где-то довидели, и забыть их невозможно. Фабрика «Союз» находится в Туле. Оттуда и появилось такое, казалось бы, необычное название для микрофона. У меня на канале уже есть небольшой обзор на него. Пользуюсь им уже больше года, и мне точно есть что сказать. На основе не только эмоций от дизайна, но и опыта. Ну и, конечно, после того, как я получил вот такую милую открытку и свежий пахнущий творчеством и вдохновением микрофон прямо из офиса Тулы, я просто не могу не поделиться с вами своей радостью. Начну с того, почему я все-таки пользуюсь именно этим микрофоном. Кто давно подписан на мой канал, видели и слышали, что я довольно долго пользовался так старым, пробовал Fifine, Maona, иногда записывал с петличками от Holy Land. Но потом опять вернулся в Тулу. Дело в том, что в этой маленькой коробочке идеально сложилось все, что мне нравится, и все, что мне нужно для моей деятельности. А свою деятельность я бы разделил на 3 категории. Фотография, YouTube и графический дизайн. Дизайн – это моя закадровая жизнь, и там мне не нужен микрофон, но я думаю, сейчас вы поймете, к чему я вообще это упомянул. Как фотографу и дизайнеру, в первую очередь, конечно, мне нравится внешний вид. Понятное дело, что в микрофонах это совсем не главное, но я считаю, что это важно. Особенно, когда микрофон присутствует в кадре, как это у меня, а конкретно Тулу хочется фотографировать. Да даже просто держать в руках приятно. Мне очень нравится такая винтажная стилистика. Причем это касается не только самого микрофона. Видимо, это во мне уже говорит моя дизайнерская личность. Я люблю, когда бренд работает над мелочами. И когда даже упаковку хочется держать в руках. Если же говорить с точки зрения ютубера, то для меня это тоже идеальный по всем параметрам инструмент. У меня здесь нет полноценной студии. 95% моих видео сняты вот за тем же столом, за которым я работаю с 9 до 6, 5 дней в неделю. Причем стол поделен пополам. На второй половине рабочее место младшей дочери. И лишний раз расставлять оборудование, чтобы снять очередное видео, это тут еще геморрой. Даже просто пересесть на диван – это слишком много движений. А я постоянно пытаюсь оптимизировать и ускорить процесс перехода от идеи к записи. Основной плюс Тулы, что не обязательно использовать провода. Встроенной памяти на 8 гигабайт хватает, чтобы записать примерно 10 моих видео. И то это при условии, что на каждое видео я трачу в 2 раза больше памяти, потому что записываю сразу на 2 дорожки. На одну чистый звук, а на вторую уже с функцией шумоподавления Bruce Free от шведской компании Cliff Grant. Насколько я знаю, это один из лучших шумодавов на рынке. В микрофоне у него нет никаких настроек, работает автоматически и идеально. Я пробовал давить шум от вентиляторов своего освещения в редакторах, и у меня либо шум оставался, либо срезался, но вместе с голосом. Если же вы предпочитаете проводное подключение, то можно подключить обычный Type-C и писать сразу в комп. Правда, звук будет более сырым, но это даже хорошо для тех, кто любит покрутить звук руками на посте. На самом микрофоне, по сути, настраивается только гейн. Еще включается шумодав и переключаются режимы записи. Кардиоидный, которым я всегда пользуюсь, он записывает звук только с одной стороны спереди. Либо всенаправленный. Запись будет вестись с обеих сторон. Можно поставить микрофон на подставку, например, на стол и записывать несколько человек в комнате. Первые свои видео с Тулы я снимал, как раз поставив его на стол перед собой. Но тогда мне приходилось быть более роботизированным и стараться не задевать стол. Иначе это все записывалось. Если для видео мне нужны обе руки, например, обзор Lightroom или какие-то другие туториалы, я цепляю его на микрофонную стойку. По-моему, выглядит очень стилево. Но любимый способ использования – это все-таки держать в руках. Кто хотя бы раз пробовал записывать видео, знает, что так легче. Не надо думать, чем занять свои руки. Да и звук идет с минимального расстояния и не успевает отразиться от стен, стола. Помещение совершенно не подготовлено для записи. Именно с таким посылом микрофон изначально и создавался. Чтобы в любом помещении, да и не только помещении, была возможность записать максимально качественный звук. Мобильная студия звукозаписи. Можно докупить к нему чехол, такой же минималистичный, как и сам микрофон. Меня, конечно же,
черный. А вот к моему огромному удивлению, микрофон именно вот в такой белой или кремовой расцветке смотрится лучше всего. Единственная вещь, которая мне нравится не в черном цвете. Если продолжить тему аксессуаров, то зацените, как интересно выглядит ветрозащита. Ради нее я даже вышел в холодную астанинскую ветреную осень, чтобы вы сами могли оценить, насколько хорошо она справляется и насколько хорошо работает шумодав. А еще, я думаю, вы теперь не скоро увидите меня снимающим на улице. Но отдельное произведение искусства – это поп-фильтр. Вот такая маленькая пипка с магнитом. Крепится она прямо на микрофон и совершенно не бросается в глаза при записи. Кажется, обзор получается слишком сладким и позитивным. Так что давайте все-таки накину хотя бы один маленький минус, а точнее неудобство, которое может возникнуть при использовании. Здесь нет вообще никакого экрана. Но это расплата за дизайн. Поэтому громкость записи настраивается только по индикации светодиода. Когда он зеленого цвета, то громкость адекватная. И в идеале нужно добиться максимально ровного зеленого свечения во время записи, чтобы он не становился оранжевым или красным. И это уже означает перегруз входного сигнала. Конечно, звук можно мониторить через наушники. С правой стороны есть стандартный разъем мини-джек, в который вместо наушников также можно подключить петлички и использовать тулу уже просто как обычное устройство записи. Либо можно писать звук параллельно. Одну дорожку с петлички, вторую с самой тулы. А вообще, такой метод настройки – это дело привычки. Изначально гейн микрофона стоит на 6 из 10, и на основе этого тайного знания можно свободно ориентироваться. Небольшой лайфхак для тех, кто переживает, что звук будет писаться на одно устройство, видео на другое, и как потом все это собирать в кучу. На микрофоне есть кнопка паузы записи. Включаете запись перед первым дублем и ставите на паузу между дублями, чтобы не раздувать файл. Получается один звуковой файл и несколько видео, которые потом выделяются пачкой в DaVinci и синхронизируются 2 кликами. И отвратительный внутрикамерный звук превращается вот в такую красоту. Конечно, тула – это не универсальное волшебное решение для всех. Это не замена студийному оборудованию. Но для меня за год активного использования это незаменимая вещь. Потому что решает мои основные проблемы. Студийный звук без студии, мобильность и минимальные затраты времени на постобработку. Цена, конечно, у него не самая низкая. Но в описании будет ссылка на официальный магазин, в котором периодически бывают акции, о которых я обязательно буду напоминать в своем телеграм-канале. А прямо сейчас по моему промокоду можно получить скидку 500 рублей на весь заказ. Увидимся в следующем видео. Пока.